Было заявление Пашиняна, по-моему, после переговоров с Макроном о том, что Армения в ближайшие годы просто перейдет вся на зеленую энергетику и будет счастье в стране. И я так понимаю, страна будет энергопрофицитна настолько, что может вот ее раздавать, эту электроэнергию зеленую, самое главное, чуть ли не по всей Европе. Как ты прокомментируешь вот такие заявления армянского лидера? Ну, тяжело сохранять серьезное выражение лица. Совсем недавно руководство Армении приступило к строительству малых электростанций по американским технологиям. А теперь внезапный переход на солнечные электростанции. Слова прозвучали, что за ними стоит, кроме начала предвыборной кампании, мне сказать сложно. На всякий случай напомню, что объединенная энергосистема Армении синхронизирована с объединенной энергосистемой Ирана и ни с кем больше. Из Азербайджана электроэнергия поступает в количестве 0, последние лет так 30. Из Грузии поставки идут, но через ставки постоянного тока. Объединенная энергосистема Грузии и Азербайджана синхронизирована с российской, то есть это другая энергосистема. Поставлять электроэнергию в Армению, ну, технической возможности нет, кроме тех ставок постоянного тока и линий малого напряжения приграничных, не более того. То есть погода для Армении это не делает. Точно те же слова можно произнести по слову экспорта. Поставлять, да, если Франция намерена помочь построить Армении как можно больше солнечных электростанций, то да, это прекрасная возможность поставлять электроэнергию в Иран. Если вот такового участия Ирана, Франции в событиях вокруг Ирана, ну да, пальмовая, оливковая ветвь там, и так далее, и так далее. То есть Макрон намерен причинять радость северным областям Ирана. Молодец. Больше сказать нечего по этому поводу. Переход всей энергосистемы Армении на солнечную генерацию, ну, мне кажется, прекрасный пример год тому назад мы видели в Испании и в Португалии, во что это превращается, когда нет стабильной генерации, не зависящей от климата и от погоды. Ну, если господин Пашинян считает, что его страна должна шагать по тому же пути, ну, кроме удивления, не вызывает ничего. Я напомню, что по-прежнему действует сделка газ в обмен на электроэнергию. Из Ирана приходит газ, выработка осуществляется в Армении. В качестве оплаты за поставленный газ идет электроэнергия. Сделку остановить нельзя, в ней нет денег. С одной стороны кубометр, с другой стороны киловатт-часы. И любые там попытки остановить какие-то платежи, нет платежей. Натуральный обмен, так получилось. Уникальная ситуация была в Армении. На мой взгляд, Иран тогда пришел действительно на помощь, не на выручку, на помощь. Понятно, что не без пользы для себя, но Армения существовала в условиях блокады энергетической. Что за этим стоит, на мой взгляд, кроме предвыборных заявлений, ничего. То есть строим малую атомную электростанцию по американским технологиям, а вокруг нее как можно больше солнечных панелей, и все будет прекрасно. Посмотрим, послушаем. Кроме слов пока ничего. Не было заявления о том, что будут разрабатываться какие-то конкретные проекты, не назывались компании, которые намерены в этом участвовать. Собрались, поговорили, разъехались. Готовимся к выборам. Ну, а если вот предположить чисто теоретически, да, мы с тобой говорили не раз про солнечную инсталляцию в Узбекистане, да, и о том, что в этой стране развивается именно направление солнечной энергетики. Насколько Армения здесь попадает, скажем так, в этот же, ну, не знаю, в эту же географическую широту, да, насколько есть реальные предпосылки вот такой выработки солнечной электроэнергии? Теоретически возможно все, но здесь надо решать политические проблемы. Это тут точно не к нам. Есть проект поставок зеленой энергии из прикаспийского, так скажем, региона. Участвуют Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Грузия. Вот Армения здесь отсутствует. Причины и политические, поскольку энергомост из Азербайджана в Грузию, понятно, за Грузией Черное море. Поставки через Армению в Грузию, ну, с технической точки зрения совсем непонятно, зачем это надо.
Если Армения способна генерировать электроэнергию и поставлять в общую линию, то надо решать и технические вопросы, и политические. Надеюсь, дальше распространяться не надо. Что касается вот этого зеленого коридора, поставки по дну Черного моря за счет энергокабеля постоянного тока, да, они есть, да, поддерживает Азиатский банк реконструкции и развития. У него по-прежнему такой жесткий уклон на необходимость декарбонизации, отказа от тепловой генерации. Насколько я понимаю, Узбекистан считает, что это можно использовать в своих интересах, если он сможет это делать. Ну, хорошо. Инсталляция в Узбекистане действительно намного выше. Если посмотреть на то, насколько резко растет энергетические возможности Узбекистана, если смотреть с 2015 года, ну сколько, 11 лет прошло, объем выработки электроэнергии увеличился на 50%. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы. Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс-Гуру Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Кейс-Гуру X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Кейс-Гуру Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Кейс-Гуру и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Нам такие темпы и не снились, Узбекистан как-то справляется. Да, там ситуация принципиально отлична от России, поскольку идут иностранные инвестиции, но страна, по-моему, пока совершенно уверенно с этим справляется. Среднесрочная перспектива известна. Ждем заливки первого бетона под реакторные залы атомной электростанции в Жизакской области. Так понимаю, что если не в мае, то в июне это должно произойти. Вроде бы все идет по плану, все вполне корректно. Я надеюсь, что Узбекистан внимательно смотрит за успехами зеленой генерации, понимает необходимость строить не только сами солнечные ветряные электростанции, но Узбекистан это больше солнца, ветер это больше в Казахстане, но и расширять возможности сети и, разумеется, строить не только сами солнечные ветряные электростанции, но и системы накопления энергии для того, чтобы не допустить разбалансировки системы. Если будет интересно, можем вообще отдельно передачу сделать по ВИА направлению в Узбекистане и в Казахстане. Это действительно интересно, но как бы это мое отношение скептическое тоже известно. Генерация это хорошо, а ночью-то что делать будем? Накопители строить, а сколько это будет стоить? Ну, пока вопросов, на мой взгляд, больше, чем ответов, но, разумеется, я ни в коем случае не собираюсь, что бы то ни было, советовать Узбекистану или Казахстану. Самостоятельное государство пусть принимает решения такие, какие считают необходимым. Согласен. Ну, вот идея с отдельной программой, да, я поддерживаю. Давай, наверное, посмотрим в ближайшее время, какие будут новости идти из наших этих стран Центральной Азии, и, может быть, действительно посвятим одну
программу вот таким возобновляемым Я не помню, что есть прекрасный человек, который помогает развиваться всем отраслям энергетики, не связанными с нефтью и газом. Зовут его Дональд Трамп. Он рекламирует строительство атомных электростанций, солнечных электростанций, угольных электростанций, какие угодно. Я думаю, что события в Персидском заливе напоминают о том, что одна из основных заповедей энергетики – диверсификация. Нельзя уповать на один вид генерации. Необходимо иметь возможность переходить в случае каких-то проблем с угля на газ, с газа на солнце, с солнца на ветер, с ветра на атомные электростанции, не забывая при этом газ. Так что, да, Дональд Фредович стимулирует всех об этом задуматься. Те, кто умеют думать, уже думают. В Европе не думает никто. Ну, так сложилось. Ну, и давай, наверное, закончим нашу программу вот европейской темой, ну, такой условно европейской. Вчера украинские дроны, скажем так, вольно или невольно нанесли урон, взорвались, я так понимаю, в нескольких объектах нефтехранилища в Латвии, в районе города Резекне. Насколько я понимаю, это нефтехранилище обеспечивало нефтью и нефтепродуктами весь север Латвии, ну и, наверное, даже и Даугавпилс, один из крупнейших городов Латвии. Но ничего не произошло, взрывов не произошло. Можем ли мы говорить о том, что нефтехранилище пустое просто? Можем говорить, можем не говорить. Взрыва и пожара не было, значит, все емкости были пустыми. Все в полном порядке. Ну, на самом деле, такой характерный эпизод. Да, это нефтехранилище в советские времена было важно не только для Латгалии, но, наверное, и для приграничных районов Беларуси. Но теперь, слава богу, ничего нет. Население, собственно, куда-то разбежалось, спрос низкий, поставки, вообще торговля с Россией и с Беларусью под самозапретом. Ну, вот стояли пустые бочки. Ну, хорошо, сдадут на цветной металл, да и дело с концом. Ничего страшного не произошло, все в порядке. Но это говорит о том, что Россию не слышат. МИД заявлял о том, что воздушное пространство прибалтийских республик должно быть закрыто для украинской ударной техники. На словах было обещано, что так оно и будет. На деле вот, видим то, что видим. Информация вроде бы, насколько можно считать точной, из 6 БПЛА, двигавшихся через воздушное пространство Латвии, 5 остались в Латвии. Один добрался до Псковской области, где и был благополучно сбит. Пострадавших нет. Ну, может быть, Прибалтика делает тут такой выбор крайне своеобразный. Опыт Ирана показывает, что в таких случаях, ну, если через вашу территорию что-то угрожающее летит к нам, будем сбивать там, где увидим. Ну, это иранский опыт, не нам с вами решать. Ну что ж, я надеюсь, что так вот украинские дроны примерно в Латвии будут пересекать, там, 5 из 6, это хороший результат для Латвии. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.